Дворец культуры железнодорожников в Харькове. Одно из лучших клубных сооружений своего времени. Построен он в 1932 году. Украинский памятник градостроительства и архитектуры национального значения в формах конструктивизма. Первое название Дворца культуры железнодорожников было «Дворец рабочего». С таким названием он был запроектирован архитектором Александром Дмитриевым при участии Василия Верюжского. Первый камень в фундамент Дворца культуры был заложен в дни празднования 10-й годовщины Великого Октября всеукраинским старостой Петровским. Строился дворец 5 лет и был торжественно открыт в ноябре 1932 года. Расчет конструкции был осуществлен гражданским инженером Аистовым. Композиция фасада отражает внутреннюю структуру здания и выполнена в виде 5 вогнутых поверхностей, напоминающих растянутые меха гармонии. После открытия здание несколько раз меняло название и сначала называлось Домом культуры железнодорожников имени Сталина, а затем Домом культуры имени Ивана Котлова. Архитектор Александр Дмитриев, к слову, ранее был автором проекта здания управления Южной железной дороги на Привокзальной площади. Имя автора проекта осталось на плите у входа в Дом культуры. В музее Южной железной дороги внутри Дома культуры хранился оригинальный большой чертеж здания управления, выполненный Дмитриевым. Дворец считался примечательным образцом конструктивизма и самой значительной работой Дмитриева. Интерьеры здания действительно удивляют своей роскошью, как и положено дворцу. Мрамор, лабрадорит, гранит, много латунной фурнитуры. Композиционным ядром здания является зрительный зал с двухъярусными балконами. Его дугой огибает фойе, на торцевых стенах которого сохранились монументальные панно художника Евгения Лансере. Росписи Евгения Евгеньевича Лансере, сына замечательного скульптора Евгения Александровича Лансере и брата Зинаиды Серебряковой, были изюминкой Дома культуры железнодорожников. Во время Второй мировой войны росписи пострадали и в 1950-х годах были закрыты ширмами с изображением Хрущева и Ленина. В 1970-х провели реставрацию росписей, но она была выполнена непрофессионально. В итоге их вновь закрыли. Только в 2011-2012 годах была проведена повторная, более качественная реставрация. Площадь каждой картины 40 квадратных метров. Панно висят друг напротив друга. Одна работа называется «Партизаны Кавказа приветствуют Красную армию». На другой картине, представляющей встречу комсомольцев с крестьянами Крыма. Живописи относятся к направлению соцреализма, поэтому администрация Дворца культуры посчитала их пропагандистскими. Искусствоведы вступились за эти картины. По их мнению, Лансере ставил своей задачей не популяризацию советской власти и коммунизма,
а воспевание красоты природы Крыма и Кавказа. Кстати, к двум злополучным панно в ДК железнодорожников судьба изначально не благоволила. Как только художник закончил над ними работу, они не понравились госслужащим. Сюжет хоть и был на коммунистическую тематику, но на довольно отвлеченную. Во время Второй мировой войны здание Дворца культуры пострадало, а по росписям пошли трещины. Про дальнейшие реставрации панно я рассказал чуть ранее в этом видео. Осенью 2015 года, после принятия закона о декоммунизации, встал вопрос, подпадают ли картины художника под запрет или нет. В законе есть положение: произведение искусства не подлежит декоммунизации, если оно имеет художественную и историческую ценность. Здесь историческая ценность имеется. Это росписи известного художника, причем единственная сохранившаяся в Харькове монументальная живопись 1930-х годов. Росписи сделаны профессионально, композиции оригинальны. Панно были специально разработаны для Дворца культуры, это не переписка. Чтобы росписи не смущали большей коммунистической символикой, реставратор предлагал разместить возле них аннотации с указанием, что данные работы не пропаганда советской власти, а росписи интересного именитого художника и нашего соотечественника. Чиновники в итоге решили сохранить монументальные росписи Евгения Лансере. Здание Дворца культуры железнодорожников было значительно повреждено во время Второй мировой войны. Уничтожена часть оборудования, но в послевоенные годы восстановлено. С 1967 года в здании открыли Музей истории Южной железной дороги, который спустя год по решению Министерства культуры получил звание Народного музея. В 2009 году к 140-летнему юбилею Южной железной дороги в музее был проведен капитальный ремонт. Музей состоит из 3 залов, разделенных по эпохам. Зеленый зал – дореволюционный период строительства и становления Курско-Харьковско-Азовской дороги, красный зал – советский период развития Южной железной дороги и синий зал – история развития во времена независимой Украины. Кроме зрительного зала и музея, во дворце есть комнаты для кружковой работы, библиотека, танцевальный зал, фойе и холлы, которые используют для организации различных выставок. Здесь также работали кружки самодеятельности. Позже Дворец культуры железнодорожников преобразован в Центральный дом науки и техники Южной железной дороги. В дни голосования в ДК традиционно открывался избирательный участок. Кстати, стоит обратить внимание на современные стеклопакеты на фасаде Дворца культуры. Они весьма любопытно выполнены. Сохранили форму переплета старых окон и ими заменили только внешние окна, а внутренние остались оригинальными деревянными. Несмотря на железобетонный вид, дворец построен из кирпича, и некоторые исследователи называют его одним из немногих зданий в Харькове в стиле арт-деко, особенно это проявляется в интерьере.
И немного интересных фактов из истории Дворца культуры железнодорожников. Когда-то в фойе Дворца культуры стоял бетонный памятник Ленину. Когда его решили убрать, оказалось, что памятник вмонтирован на века. Пришлось бетонный памятник резать на части болгаркой. Также в 2015 году около ДК железнодорожников был демонтирован бюст Ивана Котлова. В результате российского ракетного удара в марте 2022 года здание пострадало. 18 августа 2022 года по зданию нанесли повторный ракетный удар. Из-за обстрела случился пожар площадью более 4000 квадратных метров, а памятник архитектуры сильно пострадал.